Съедобная печать на вафельной бумаге очень популярна по нескольким причинам. Скорость производства. Готовое изделие можно получить уже через несколько часов. Точность передачи изображения. Вручную повторить логотипы сложно, дорого и неудобно. Да и получаются они не всегда. А печать с этим справляется без проблем. Цена производства. Съедобная печать – один из самых бюджетных методов оформления десертов. И еще один фактор – это простота работы. Тут два момента. Очень легко учиться, так как материалы недорогие. И второе – не нужно обладать художественными навыками. Картинки уже готовы, от вас только небольшое чувство композиции. Сегодня я покажу, какие типы вафельной бумаги бывают, какую для чего выбрать, и проверим на практике, как ведет себя бумага разных типов в разных условиях. Сейчас самое время подписаться и нажать на колокольчик. А мы начинаем. Вафельная бумага чаще всего производится в формате А4. Она не имеет запаха, цвет белый, не сладкая. Основным отличием является ее толщина. Встречается обычная, тонкая и ультратонкая. Толщина влияет на прозрачность, цветопередачу и гибкость. Начнем с последнего. Отрезаем небольшие ленты каждого вида, а теперь пробуем их согнуть. Обычная бумага ломается при малых радиусах изгиба. На ней появляются трещины и она расслаивается. Тонкая бумага лучше переносит изгибы. Ей можно покрыть детали с радиусом по 2-3 мм. Ультратонкая бумага позволяет складывать ее практически вдвое. Небольшие повреждения остаются, но визуально они почти незаметны. Цветопередача. Тонкая бумага применяется для небольших областей печати, к примеру, на капкейки или топеры. Пищевые чернила в своей основе имеют воду, а избыточное количество влаги сильно деформирует вафлю. Для примера распечатаю одну и ту же яркую картинку на разных типах бумаги. Тонкая сильно пузырится, и это приводит к размазыванию при печати. Так что чем насыщеннее цвет в изображении, тем толще нужно использовать бумагу. Третий момент – это прозрачность. Чем тоньше бумага, тем сильнее она просвечивается. В этом нет проблемы, если вы кладете картинку на белую мастику или крем. А вот если цвет поверхности будет темным, то это может испортить вид изображения на тонкой бумаге. На часть вопросов о вафельной бумаге мы уже отвечали ранее. Ищите видео на канале. В комментариях напишите, интересна ли вам тема цветов из вафельной бумаги. А теперь эксперименты. Для начала раскатываю мастику и смажу ее водой. Теперь приклеим картинки на мастику. Подробно о том, как сделать топеры таким методом, я рассказывал в отдельном видео. Все образцы хорошо приклеились. Единственное отличие – это толщина края. Обычная бумага видна как отдельный слой, а ультратонкая полностью сливается с подложкой. Теперь отсадим светлый белково-заварной крем. Бумагу ничем не обрабатываем, кладем сверху. Ниже нанесем яркий сливочный крем. На него также разложим картинки. Оба рецепта кремов есть у нас на канале. Оставляем на 1 час. Сразу заметно, что тонкая и ультратонкая бумага просвечивают цвет крема. Это сказывается на оттенках картинки. Имейте это в виду, когда важна точность цветопередачи изображения. На БЗК явных различий не видно, так как в его составе очень мало влаги и бумага не размокает. Сливочный крем полностью пропитал бумагу. Тут есть как плюсы, так и минусы. Тонкая бумага приняла форму крема. И если поверхность будет неровная, то все эти неровности передадутся изображению. Зато режется пропитавшаяся картинка идеально. Проблем с порезкой торта не будет. А вот неразмокающая картинка на белково-заварном креме режется хуже. Ну и напоследок покажу, почему вафельную картинку нужно беречь от избыточной влаги. Окунем все образцы в воду на секундочку. Все они моментально размокают. Краска течет, изделия приходят в негодность. Толщина бумаги особо не влияет в таком случае. И даже если слегка размокшей бумаге можно найти применение, то краска расползается моментально, и исправить это уже невозможно.